Ребята, всем привет! Сегодня у нас 4 августа 2024 года. Этим видео начинаем новую серию видео на моем канале. Завтра я отправляюсь в Перу. Это видео как раз и будет о моей дороге в Перу. Давно уже меня не было на связи, наверное, месяца 4 я не делал видео, но планы особо не поменялись. Мы с Лисет общались, каждый день списывались, продолжали общаться. И сейчас я еду к Лисет в тот же самый дом, в Лиму, где мы жили. И это видео будет именно про дорогу до Перу, до момента, когда мы встретимся с Лисет. Надеюсь, что путешествие пройдет гладко, все будет хорошо. Маршрут достаточно сложный, несколько пересадок. В общем, ребят, все увидите, не перематывайте это видео, лучше налейте себе чая, чего-нибудь взять вкусненького, и можно смотреть потихонечку. У меня куча вещей, только начинаю сейчас собираться. И завтра утром в 6:20 5 августа у меня поезд до Москвы. Так что мне нужно буквально пару часиков все собрать и уже до следующего включения. Вот, я закончил. 2 часа ночи уже ложусь спать. Платформа номер 4. Пригородный электропоезд. Что, приехал в Москву, сейчас идем в метро до Белорусского вокзала, до ячейки. Ну что, пока я разбирался с ячейкой, уже тучки какие-то набежали, сейчас поеду на Красную площадь, поем чего-нибудь и погуляю. Может быть, в парке Зарядье, может быть, до Горького дойду, парка Горького. И у меня ячейка до 7 часов, на 6 часов я забронировал, и потом поеду уже в Шереметьево на Аэроэкспрессе, и потом там будет шаттл до отеля. Все, тогда до встречи на Красной площади. Иду в метро. Специально вышел на Новослободский, хотел показать. Может быть, кто-то не видел, очень красивая станция. Смотрите. Такой мозаикой. Вышел специально прогуляться по театральному проезду по вот этой улице. Очень классно, мне здесь нравится всегда. Через Государственную Думу. И как раз выйдем на Красную площадь. Все чистенько, красиво. Что у нас время ровно 3 часа, вот 5 августа. Забежал в столовую в ГУМе. Суп, щи, котлеты 2 киевская и с индейкой, пюре, хлеб, компот, сухофруктов и капуста. Все это за 1200. $12 примерно. Сейчас поем быстро и поеду в парк Горького, наверное. И на этом все. Потом буду возвращаться и уже в отель. В отеле что-нибудь подзапишу. Расскажу, куда дальше. Небольшая такая усталость. Все хорошо. В Москве тепло. Жарко даже. Столовая знаменитая в ГУМе. Мне пришлось снова включить камеру. Щи очень наваристые, просто супер вкусные. Нереально вкусные. Там был суп, лапша и щи. Я выбрал щи. Смотрите, как украсили красиво большой Москворецкий мост. Очень красиво. С 2 сторон такой. С той стороны то же самое. Парк Горького. Прибыл я в Шереметьево, но вылет у меня завтра. Мне сейчас нужно найти этот шаттл мой, трансфер до отеля. Здесь отель рядом.
И как раз сделаю обзорчик, доеду, покажу. Шереметьево, конечно, классно выглядит. Обалденный. Аэропорт современный. Завтра будем отсюда вылетать на Кубу. Отель называется Sky Point. Это сеть. Здесь вот этот корпус, где заселился Гамон, называется. Вот такие номерки. И мой, кстати, без этого, без окна. Я вам покажу, я сейчас не показал еще. Хотел сейчас попить кофейка там и купить какой-нибудь напиток прохладный. Но они уже закрываются. Время без 20:10. Они сказали, что вот в корпусе Дельта до 11 работают. Сейчас там как раз можно будет попить. Погода классная. Август, лето продолжается в России. Сегодня было днем, наверное, градусов 27 воздуха. А на солнце, конечно, жарче. Так что отличный день, без дождя. Просто супер. Погулял. Я думал, что может быть дождик будет. Какие-то в этом году катаклизмы в Москве с погодой. Но нет, все прошло удачно. Здесь классная территория. Все так чистенько, березки, красиво. Ухоженно. Вот она, Дельта. И еще у них как VIP-корпус, наверное, более высокого класса. Корпус. Забыл, как он называется. Вот он. Там тоже кафешки. Кафе, ресторанчик хороший. И удобно, что здесь завтрак с 5 утра, оказывается. У меня был завтрак включен, но я думал, что я не успею, а мне выезжать где-то примерно в 6 надо. Вылет в 9:25. Как раз позавтракаю в 5 и поеду. Может, даже чуть пораньше 6. Трансфер ходит бесплатный. Включен в стоимость. Отель обошелся мне в 4000 рублей. 4500 он так стоит. Тинькофф кэшбэк вернул 450 рублей. Примерно $42 получается. Ну что, давайте покажу номер, как выглядит. Время уже позднее. Сейчас будем этим видео завершать сегодняшний день. Смотрите, номер. Вообще, я заказал самый стандартный номер. Вот он 4500 стоил. Есть только с 2 раздельными или с одной большой. Ну и один, поэтому большая кровать. Кондиционер, телевизор. Еду можно заказать в номер. И ванна с туалетом. Я тоже наследил. Смотрите, вот. Ну, нормально. Вообще, чтобы переночевать, ну, тут окошка нет. Так, все супер. 4000 рублей в итоге обошелся еще с завтраком. Завтра завтрак поснимаю. И очень удобно, что он ранний, с 5 утра, плюс эти трансфер включен до аэропорта. Здесь большой комплекс, территория, можно еще, у них бассейн есть, сауна, но, по-моему, за дополнительную плату, там рублей 500 стоит. Сауна, бассейн, что-то еще там есть. Вот. А тот комплекс, про который я рассказывал, чуть-чуть повыше классом, Шератон называется. Это, как он называется? Sky Point Hotel. Sky Point Hotel. Можете найти прямо в приложении Тинькова. Я заказывал. Он там есть. Все на этом на сегодня. Завтра подъем. Наверное, без 10:05, без 15. Обмоюсь, душ приму, почищу зубы и пойду на завтрак. Смотрите, какой завтрак в отеле. Гречневая каша дальняя. Это бульон с яйцом. Гренки. Кофе. Это было еще не все. Продолжение: яйца вареные, творог, йогурт. Я уже в duty free. Сейчас иду на посадку. Зал ожидания сначала. Это
Бизнес-зал Шереметьево Шагал. Салатики тут всякие. Каша. Сегодня завтрак. Время завтрака. Манная каша. Геркулес. Сосиски. Гречка. Вот омлет. И сладости. С той стороны еще. Солянка? Да. Здесь что-то было. Уже нет. Тоже нарезки какие-то, сэндвичи. Сладости. Соки. И кофе. Так зал выглядит. Отлично. Место, чтобы скоротать время до рейса. Все, иду на посадку. Тут даже шкафчики есть. Можно вещи оставить. Туалет, детская комната. И за дополнительную плату спальня, можно поспать. Едем в Гавану, в аэропорт, на таком автобусе. ¿Cómo te llamas? Felipe. Soy Denis. Denis. Ajá. Cuba. ¿Me habla español? Poco. El puente se llama Granimar. Ah, La puto. Havana Club. Фабрика. Электростанция построена еще нашими Советским Союзом. Работает до сих пор. Ну все, прибыл я на аэропорт, терминал 3 международный, вылет. $50 стоило от Гаваны добраться до... от Вородера до Гаваны стоило $50 добраться. Вот так проходит моя ночь на Кубе. Сейчас время, наверное, 4:30. Буду потихоньку просыпаться. Всю ночь я проспал с этим сеньором, который пакует чемоданы. Реально всю ночь работал. С вечера, со вчерашнего. Я думал, он домой пойдет. Смотрю, там одни Майами вылеты. Много кубинцев в Майами живет. Сейчас, вчера с таксистом разговаривал, говорят, что прилетают на каникулы в это время к родственникам. Смотрите, там практически вот одно Майами. Майами. А у меня, наверное, Б. Как он? Выход. Надо пойти посмотреть, свой рейс найти там. Немного расскажу по полету. Долетели нормально вчера. 13,5 часов. В принципе, несложно. 2 раза кормят. Все себя вели хорошо в самолете. Единственное, что по прилету очень долго проходили этот миграционный контроль. Сначала проходишь паспортный контроль, и потом досматривают у тебя вещи, чтобы выпустить за багажом. Наверное, часа 1,5 это все заняло, и я не успел на автобус. Хотел на автобусе доехать, есть из аэропорта Вородера в аэропорт Гаваны за $15, по-моему, Виа Суль. Как мы и в прошлый раз в Лисет ездили, но уже не успел, долго очень. 4 терминала, где проверяют вещи, работало из них всего лишь 2.
Специально, наверное, потому что предлагали пройти побыстрее, прямо официально. За, по-моему, $15 тебя пропускают без очереди полностью миграционный контроль с паспортами и с вещами. Так что здесь вот так. И потом пришлось ехать на такси, соответственно. Такси официально стоит $100, но это я и читал в группах. $100 в аэропорт Вородеро до Гаваны. $100, конечно, много для меня. Я думал пополам поделить, хотя бы по 50 будет нормально. Потом цена была 80, 70. Я думал, если вот 70 поделить, будет вообще отлично. Но потом мне предложили за 50 одному, и я поехал. Так что, считаю, нормальная цена 50. Платить все равно за автобус 15 надо было. То есть $35 чуть переплатил, но зато с комфортом. Один в микроавтобусе, таком желтом я ехал. Хюндайчик, по-моему, старый. Ехать сколько километров? Наверное, 140. Доехали мы часа за 2. Даже, наверное, побольше, чуть больше 2 часов. С остановкой, кофе попили. Просто вдвоем с водителем. Все, вот с вечера вчерашнего я здесь. И вот сейчас около 5 часов я посмотрел утром. Пойду сейчас искать свое табло Б. Ой, то есть тут А, мое, наверное, Б. Здесь в аэропорту Гаваны можно купить карточку. Сейчас покажу. Осталось у меня подключиться к интернету, к бесплатному интернету мне не удалось подключиться. Требует он паспорт, номер. Я ввожу паспорт по-разному. Свой загранпаспорт, серию, номер, и не получается войти. Ну, здесь все вот так примерно. Вот такая карточка. Наута. Прям подключайтесь к аэропортовскому Wi-Fi. Стираете вот тут логин, пароль. $1 стоит на час. Можно отключиться от Wi-Fi. Например, вы используете там 20-30 минут. Отключаете Wi-Fi. И потом включаете заново. И дальше будет время идти. Чтобы не сразу, допустим, все использовать. Америка. Ну вот мой Viva Airbus Cancun. Как раз до Холбе, как я и говорил, поэтому его там не было. 10:45, все правильно. В 7:45 уже, по-моему, будет регистрация. Кто думал, что не летают самолеты американские на Кубу? Все летает. Даже Turkish Airlines, смотрите, есть. Холбе, вот он, напротив, прям получается А. Но тут еще никого нет, смотрю, такие же отдыхающие, как я, он там ночует. Пойду я на свое место. Посижу, подожду. К утру как-то холодно стало, аж кофту надел. Прям, я не знаю, за что тут холодно, кондиционер вряд ли тут работает. Кстати, в этом в Вородеро вообще не работал кондиционер. Все мокрые, пока мы там 2 часа ждали, все были уже мокрые. Ну, смотрите, еще рассвета нет, хотя уже 5 часов. Уже сейчас должен быть с минуты на минуту. А в прошлый раз мы с Лисет вот на этих диванчиках спали. Вот здесь, прям вот на этом местечке. Вот тут, рядом с этим входом. Здесь так темно, тихо. В этот раз я решил рядом с мужиком. Ну что, благополучно прошел паспортный контроль в аэропорту Гаваны с вылетом в Канкун. Тут duty-free местный. Это уже все внутри. Иду ждать свой рейс. Когда подал документы, вот самый первый паспорт показывал, где чемодан сдаете, девушка сразу сказала: русский паспорт. И начальницу начала звать, позвала начальницу, я резиденцию показал в Мексику, и все, она там сказала: не надо ничего, поэтому, видимо, через Кубу тоже сложно сейчас пробраться в Мексику. Лететь 1:15, достаточно короткий рейс, там, по сути, в полете, наверное, полчаса самолет все находится. И у меня вот рюкзак сзади и такой чемоданчик, немного большеват, не вмещалось у меня в пакет, нужно было трамбовать, и мне дали дома вот мама такой чемоданчик. Немножко он больше, не подходит под рамки, но, слава богу, пока ни в Аэрофлоте в России, когда на Кубу летел, не было рамок, ни здесь не было. Прошел нормально. So that the safety card is facing the front.
Наконец-то добрался, все нормально прошло. Выпустили быстро. Билет подорожал на 10 песо, 130 стоит. До Канкуна огромная очередь. Все туда стоят. Обалдеть просто. Так, ну что, я в Канкуне оставил только что вещи. Заселение у меня с 2 часов, оказывается. С 3 вообще. Сказали, можно в 2 подойти. Там женщина убирает сейчас. Оставил там сумки. Сейчас надо, время не теряя, пока что-нибудь пойти купить поесть. Быстренько поесть, у меня всего лишь 1 день здесь. И хотел на море, обязательно нужно на море съездить, но вот дождик. Но это нормально, здесь он в это время все время. Хорошо, хоть сегодня такая еще переменная облачность. Надеюсь, что рассеется эта тучка одна. Прямо вот здесь находится автовокзал. Сейчас покажу, наверное. Зелень такая. Нони растет. Цветочки. Ну там автовокзал, буквально 100 метров, очень удобно. Стоила эта комната $30, по-моему. Так, идем в Чедрауль. Сейчас посмотрим, что-нибудь поесть возьму. И попить, пить охота. Поем, обмоюсь и сразу поеду на море. А вечером съем супа консумме. Очень вкусно, он прямо вот здесь продается. Я здесь занимался, тренировался в спортзале. И здесь как раз продает он. Мужичок, вкусный суп. Зашел в Чедрауль, купил там все курицы с рисом и вот этих, как он забыл, гуаява. Это типа груши, такое очень пахучее, очень. И пахнет еще розами, цветами, очень вкусное, сладкое. Смотрите, какие сливы огромные, как яблоки наши. Это я забыл, как называется. В Коста-Рике мамон чино называется. Тоже вкусное. А, рамбутан, рамбутан точно. Мексика, огромное количество перцев. Кукурузные ботва. Папайя подождет до Перу. Ананасы тоже. Сейчас хочу манго посмотреть. Сезон манго в Мексике сейчас. Надо взять желтеньких парочку. Так, ну что ж, я наконец-то пришел в номер. Сейчас покажу, как он выглядит. Мне не везет, короче. У меня опять без окна номер. Но я как-то быстро его выбирал и что-то не глянул, что он без окна. Ну ладно, здесь одна ночь всего лишь. Сейчас посмотрим, что есть в этом. Вот ванная. В принципе, вполне себе приличная. Все есть. Полотенце, там, мыло. Все работает, я думаю. Тарелочки, чашки есть. Холодильник маленький. Электрическая плита, сковородка. Единственное, чайника нет. Вот что я купил в Чедрауле на 900 песо. 2 упаковки. Правда, риса мало почему-то сыпет. А рис отдельно я не стал брать. Много получается. Сколько тут? По 40 с чем-то песо. Это 2 самые дорогие. Они вышли там почти на 100. 2 помидора. 2 манго. 4 гуавы. 2 пепси маленький блэк без сахара. Молоко с высоким содержанием протеина. И тут вот такой кекс. И там булочка просто без всего. Вот это все 900 рублей стоит. Все, сейчас обмываюсь, ем. Наверное, часик отдохну. Потому что там жара адская просто сейчас стоит. И поеду на море часов 4. Сейчас начало 3-го. 4:30 поеду. Кондиционер еще есть. Нормально, пойдет. $30 стоило это сутки. Сейчас время где-то без 26 вечера. Решил прогуляться вот по пешеходной дорожке. Живописная она очень. Раньше я любил здесь ходить. Мне очень нравилось. Она до самой... Это уже въезд, получается, в зону отелей. Вон туда зона отелей. И мы сейчас прогуляемся вот пешочком до остановки автобусной. Очень красиво. Дождь так и не пошел сегодня. Погода отличная. Хочется очень посетить пляж Караколь, где я любил купаться. Съездить туда, на все пляжи, которые нравились. Съездить тяжело за сегодняшний день, потому что я немножко подпростыл. Тяжеловатая дорога, и организм, видимо, подсдал. Какое море офигенное, водорослей нет в воде, смотри, вообще. Вот здесь я всегда купался, отельная зона, спокойно, вещи можно оставить. Сейчас супер. Смотрите, вода. Все идеально. В это время, хотя еще такого
Такое редко увидишь. Вообще водоросли нет. Чистейшие. Сейчас пойду заныривать. Год назад я стоял на этом месте. Даже не верится, что снова здесь. Обалденный сегодня день. Погода супер. Море идеальное. Очень круто все. Прям не верится. Ровно год назад, да, я, наверное, в июле отсюда уезжал. Прям хотел поймать ощущения того дня, запомнить. И не знал, вернусь я когда-нибудь сюда или нет. Ну, вот так получилось, что я снова здесь. Смотрите, какая вода. Классно. Просто супер. Сейчас буду выходить, надо чуть-чуть обсохнуть и возвращаться в центр. Меня еще ждет суп консуме, который я хотел попробовать. Это тот минимум, который вот сегодня я успею сделать. Консуме. Sí, por favor. ¿Esta manera este? Sí. Gracias. Поел. Видели консуме, сейчас суп. Тарелка супа, ну небольшая тарелочка и 3 тако. Стоит 60 песо. 60 песо это примерно на сегодняшний день 270 рублей. Вкусно. Очень, я всегда там беру в этом месте, уже проверенное. В принципе, я покупал не только там, она везде приблизительно очень вкусный, такой концентрированный суп, наваристый очень, с луком и с, как она, кинза. Добавляют туда прям много. Но здесь в Латинской Америке любят. И, конечно же, лайм. Очень вкусно. Тако тоже классные, вкусные. И мясо, говядина. Ну, вы видели, я показывал. Сейчас иду в Сориану, тоже известная сеть магазинов здесь в Мексике. Она близко с домом. Куплю воды и пойду, наверное, отдыхать уже. В принципе, все поделал. Так что такие дела. До связи. Всем доброе утро, сегодня у нас 8 уже августа, мой, какой получается, 4-й день пути. Сейчас около 8 утра, надо себе приготовить чай. Хочу чай, батончик остался из Аэрофлота. Вот такая здесь водонагревайка. Сейчас чай попью, пойду в душ. И потом надо будет доедать вот это все. И, собственно, ехать в аэропорт. Ну все, ребят, я уже готов. Время 15 минут 12. Выхожу в сторону автобусной станции ДО. И еду в аэропорт Канкуна. У меня вылет 16:45, сейчас 11:15. Заранее выезжаю, потому что частенько в аэропорт Канкуна есть пробки. Поэтому туда лучше выезжать заранее. Отличный номер. Вот единственное окна вот здесь не хватает. Так просто супер. Чтобы переночевать. И ванна стоит. Все отлично. И до связи. Ну что, я уже прошел зону ожидания в Канкуне. Сейчас попробую пройти бизнес-зал. Не знаю, пустят сюда. Что-то народу много тут. Да, наверное, все в бизнес-зал.
Посмотрим. Ребята, прошел в зал, в VIP, точнее бизнес-зал в аэропорту Канкуна. Тут парень на стойке, оказывается, говорит по-русски, он учит Duolingo. ¿Qué tal? Bueno, por максимально привыкать сейчас, все ключно здесь. Пойдем брат. Bueno, como es, все хорошо. Все хорошо. Хорошо. Спасибо. Ни за что, ни за Не за что. Пойду кидарся, aquí 3 horas. 3 horas, да. Gracias. Смотрите, покажу, что здесь есть. Здесь очень дружелюбный персонал. Зал, правда, маленький, небольшой. Ну, такие эти сладости, тут кофе, начос, орешки. Здесь... О, можно типа так вот что-то сделать. Лепешки накидать. Вот такое мясо. И здесь что-то сейчас попробуем. Тоже. Что-то в кляре. Макароны. И все, наверное. Ну и напитки, да, включены. Можно наливать алкоголь, но я не пью. Вот сейчас что-нибудь из этого себе налью. Все это тоже включено, но в Москве, в Шагале, в принципе, было тоже включено алкоголь и кофе. И вот можно еще взять, попить с собой воды. Все, пойду, у меня 1,5 часа всего. Что-нибудь себе накидаю, поем чуть-чуть. И полечу в Перу. Что ожидаю своего вылета. Еще время где-то час. Даже не объявили посадку. Потихоньку ем. Съел салат, как он, Цезарь. И вот такие тако мне понравились, очень классные. Сам их накидываешь мясо, делаешь сам. И такие булочки. Была еще вегетарианская с сыром фета. Ну, я показывал, там видео есть. Wi-Fi здесь тоже бесплатный. Жду вылет. Все, иду на посадку. Прошел все кордоны, там где-то меня сейчас ждет Лисет. Идем навстречу. ¡Всем привет! Otra vez juntos y vamos a hacer muchos videos. Gracias. Le traje flores a mi amorcito. Да, сейчас аморти. Con amor. Ну что, долетел, как видели, Лиса встретила сразу с улыбкой, как надо. Едем сейчас домой. Сегодня очень много почему-то прям народу здесь в это время. Прилетела в Лиму, четверг, не знаю, с чем связано. Прямо несколько самолетов сразу. Мы из Канкуна вылетали, за нами через 10 минут еще один самолет из Канкуна в Лиму. Прям полно машин и людей. Там миграции. Sí, amor mío, estoy muy feliz porque nosotros juntos y vamos a hacer muchos Por videos. Por fin, después de muchos meses, la verdad. Vamos a abrir maleta, vamos a abrir maleta. ¡Yuhu! Разбираем контрабанду из России.